Всем привет! Очередной апдейт проекта CBSD, в котором нам придется довольно сильно напрячься, потому что если предыдущие демонстражки показывали какие-то локальные операции, то в этой демке я буду показывать, как можно создать некий VPC на базе FreeBSD с использованием CBSD. То есть напомню, что CBSD — это попытка объединить доступные в операционной системе FreeBSD различные технологии вокруг виртуализации и контейнеризации для получения какой-то гибридной платформы для запуска изолированных окружений. VPC — это технология виртуализации сетей. Это некий контейнер, грубо говоря. Мы любим это слово, Virtual Personal Cloud, в рамках которого на нескольких машинах вы можете делать связанные между собой окружения. Используется технология VXLAN в CBSD для этого, но это расширяемая вещь, то есть VXLAN — это, скажем так, первый движок для реализации подобных вещей. Вот схематично рисунок выглядит следующим образом. VXLAN, он поддерживает работу в режиме мультикаста, когда вы можете в одном сегменте поставить хосты, и они будут по мультикасту обмениваться информацией между собой. В этом примере будет продемонстрирована более сложная схема, потому что все три ноды, это чисто мое ограничение, у меня нету больше железа, но можно и больше. В моем случае все три ноды, они подключены и находятся в разных частях планеты, связаны между собой по сети интернет. У всех трех доступен внешний адрес IP4 и IP-версии 6. Но поскольку IP-версия 6 у меня живой, то буду показывать на нем. То есть по нему будет интерконнект происходить. Что мы видим на этой картинке? Это организация, грубо говоря, такая full mesh называется. Это топология звезда. То есть каждая нода, она делает туннель на всех других. То есть они все друг с другом связаны туннелем. Как интерпретировать картиночку? Есть физическая нода JHoster 1 с таким-то внешним IP-версии 6 адресом. Есть физическая машина GoldHoster 1 и есть машина GoldHoster 2. Три машины, причем первая, вот эта физическая машина, находится у провайдера Skynet. Две другие, они расположены в дата-центре Hetzner в Германии. Жирным здесь помечены некие связи, которые организуют VXLAN. Здесь вот в скобочках есть сеть 10.100. Она здесь в этом примере используется в качестве пира. То есть, поскольку каждая машина от JHoster должна установить сюда соединение, должна установить сюда соединение, то это два пира получается. Точно так же вторая машина должна отсюда установить туннель сюда и сюда. И третья машина также должна на двух этих соседей установить логическое какое-то соединение, туннель. Когда кластер инициализирован, мы можем создавать VPC. VPC 1 здесь у меня фигурирует, но мы можем называть, во-первых, как угодно, во-вторых, мы можем делать их сколько угодно, много. При этом сеть, которая будет бегать внутри одного VPC, даже если она будет одинакова по отношению к VPC 2, они не будут пересекаться никак, это полностью изолированные сети и будут связаны только
непосредственно со своими ID на всех других серваках. Ну, в перспективе VPC это не только изоляция по сети, это контейнер, который может подразумевать какие-то лимиты. Допустим, в рамках одного VPC мы можем сказать: создавай не больше 10 контейнеров, не больше 20 виртуальных машин, либо, скажем, как это в облаке делается, можем поставить какие-то лимиты на количество ядер используемых, или оперативной памяти, или дискового пространства. То есть оно такой общий лимит будет, который будет черпаться со всех мемберов, со всех нод. В финале что мы должны получить? Мы должны иметь возможность создавать в VPC один окружение на всех трех нодах, и они должны друг с другом быть связаны. То есть должен быть какой-то интерконнект между ними. Давайте приступим к реализации этих планов. Сразу говорю, что это новшество в еще не вышедшей версии CPSD. Так, оно будет в 12.1.10, и я пока не знаю, будет ли оно в базовой системе или оно будет в виде модуля. В CPSD есть каталог модулей, который содержит какие-то экстра фичи CPSD, которые, скажем, в привычной инсталляции могут и не понадобиться. То есть это сделано с целью облегчить изначальный дистрибутив CPSD. Еще есть время подумать. Ну и плюс демонстрацию провожу для того, чтобы собрать какие-то комментарии, идеи, может быть, там кто-то захочет потестировать. Всегда welcome. Так, ну, я сейчас нахожусь на домашней машине, которая, кстати, тоже на IP-версии 6 рабочем. Начнем с того, что зайдем на все три машины, поскольку нам нужно собрать кластер. Так, первая машина. Назовем вкладку 1. Пользователи у меня там разные. Так. Имена неправильные. Вторая машина. Также обзываем вкладку 2, чтобы не запутаться. И третья машина. То есть пока машины не добавлены в кластер, все действия CVZ локальные. То есть попробуем вывести, допустим, список контейнеров. На третьей машине их нет. Есть какая-то виртуальная машина на Beehive запущенная. На второй машине смотрим, контейнеров тоже нету. Есть пара виртуальных машин в загашенном состоянии. И на первой машине энное количество GL-ов есть. И виртуальные машины тоже погашены. Добавление в кластер — это обычное SSH соединение на пользователя CPSD. То есть мы должны знать его пароль. При этом пароль он используется только при Bootstrap. После того, как ноды друг на друга будут добавлены, мы можем смело менять или вообще блокировать пароль. На дальнейшей работе кластера это не скажется. Давайте какой-нибудь рандомный пароль сделаем. Ну, на каждой ноде может быть свой пароль. Мы для удобства поставим везде одинаковый. Так, поменяли на третьей машине пароль пользователя CPSD. На второй машине поменяли.
на первый поменяли. То есть еще раз, изначально по команде node model_list мы ничего не видим. Никаких нод в кластере нету на всех трех. Так, ну начнем с первой машины. Поддерживается как IP-версия 4, так и IP-версия 6 в качестве ноды. Раз у нас есть такая прекрасная возможность, будем использовать IP-версии 6 по полной. Так, здесь мы вводим пароль, который только что меняли, и видим страшное предупреждение о том, что теперь все серьезно у вас и можете поудалять всякие вещи, которые не ожидаете. То есть, если мы сейчас вот на первой машине, давайте вторую тоже добавим. Так, возьмем IP-шник. Так, ну, первая нода добавила двух соседей по интернету. Вот они зелененькие, они видны. То есть теперь, если мы сделаем GLS или BLS, то мы можем заметить, что появилась колонка node name, и мы, собственно, видим какие-то удаленные для этой машины окружения. При этом мы можем ими управлять. То есть какие-то локальные, какие-то для нас не локальные. Вот здесь все локальные. Так, то же самое сделаем на двух других машинах. Мы должны всех добавить. При этом пароль мы можем указать в командной строчке, что, конечно, небезопасно, но для демонстрации пойдет. Так, первая нода. На второй. Вторая нода. То же самое выполняем на последней машине. Так. Да, все правильно. То есть, будучи на, допустим, GoldHoster 2, я могу отсюда взять и, скажем, сам контейнер запустить на своей первой машине. И удалить тоже могу также. Так, ну, перейдем к настройке VPC. Сейчас у меня все ноды добавлены в кластер CBSD. Теперь осталось сделать кластер VPC. И есть одноименная команда VPC. Мы можем посмотреть help, что она может, что умеет, что ждет. Так, ну-ка, видишка. Итак, все начинается с инициализации VPC. Если посмотрим на список, то списка нету. Никаких VPC мы не инициализировали еще. Проверили. Итак, мода init, VPC name, пускай будет VPC 1. Все обязательные команды CBSD выводят
То есть вы можете наизусть вот все эти параметры не знать, просто вводить, она будет подсказывать, чего ей еще не хватает. Что как бы удобно. Нода Member, она ожидает списка нод, которые станут участниками. То есть может быть, у меня кластер из 10, а VPC я хочу только на 3 из них делать. Поэтому я должен через запятую указать так, как они звучат у меня. Node Member. При этом здесь в help написано, что Node Member может all принимать значение, тогда она автоматически как бы всех захватит. Ну, давайте на первой ноде через запятую. Ага, Peer Network еще. На других сделаем all. Peer Network это как раз та сервисная сеть, из которой будут черпаться IP-адреса для пиров. То есть, поскольку full mesh сеть, то на каждый туннель будет там, по одному IP-шнику на конец туннеля расходоваться. Давайте ее возьмем, как у меня было написано 10.0.0, 10.100.0.0, цешка. Ну, какая-то информация есть. То же самое повторим на других машинах. Поскольку здесь нода member уже другие, просто давайте all будет. Так. И на третьей машине. Все. На всех 3 VPC 1 добавлен. Что дальше? Дальше нам нужно проинициализировать пиры. Init peers это построение карты, какие адреса кому мы назначаем, как бы, и в какую сторону. Эта карта необходима для следующей команды инициализации VXLAN, потому что создается VXLAN и нужно повесить какой-то IP-адрес. При этом VXLAN он ожидает, когда peer-to-peer, он ожидает как бы destination ноды. Вот, собственно, вот это действие мы сейчас проинициализируем. Так, мы работаем с VPC1. Ну, здесь какая-то, это чисто для человечков информация выводится. На самом деле в базе инициализируется вся информация. То есть что мы видим? JHoster делает первый туннель на GoldHoster 1, и IP забрался вот из этой вспомогательной сеточки первый, и VXLAN ID будет 1. Поскольку full mesh сеть, мы должны сделать туннель обратно. То есть Gold 1 хостер, он в свою очередь делает обратно туннель, ну и берет следующий IP-шник по списку. Также ID первый, потому что это один тоже туннель. То же самое с 2 другими. Мы вот эту инициализацию должны делать только на одной машине, поскольку, как видно, она должна быть везде одинаковая. Существует команда sync, мода sync, которая синхронизирует всю информацию на соседей. То есть, если здесь мы сейчас сделаем, точнее не так, BPC здесь заведен. Вот эта инициализация, она должна подготовить некую информацию для того, чтобы сделать следующее действие. Init VXLAN. Так, местами поменяем. VXLAN. То есть после этой команды в конфиге у нас появляются VXLAN, которые делают туннель. Поскольку база синхронизирована, мы можем вот эту команду повторить на 2 других, после чего
туннели должны подняться. То есть мы видим description туннель на хостер 1 и VNI 2. Давайте найдем VNI 2 на первой машине. Вот он. Вот такой вот айпишник. И попробуем его пинговать с третьей машины. Пинги есть. Если вы все это делали бы руками, мне кажется, вы просто сдурели бы. Потому что это даже не десятки команд, когда вот была демонстрация CBSD там с какими-то примитивными операциями типа создания GL. А здесь как бы вот на n количество нот это все в сотни команд упрется, если вы будете все это делать ручками. То есть во FreeBSD все есть для того, чтобы создавать вот такие вот вещи серьезные, но они как бы не связаны, то есть связь обеспечивает как раз обертка CBSD и облегчает вам жизнь, экономит время, надеюсь, не только мне. Так, продолжим. Я забыл, на чем кончилось. Init-пиры мы сделали, VXLAN мы сделали, и осталось сделать бриджи. После этого мы можем считать, что настройка VPC завершена в плане сети. Создан бридж. Да. После того, как создан бридж, в GL у нас появится возможность выбрать VPC помимо привычных интерфейсов. Давайте сделаем JL-ики. Привычный диалог. JL1. Поскольку мы будем в image использовать VNet, виртуализированный стек, IP мы не будем ставить. Вот здесь вот выбирается uplink для нашего виртуального Ethernet. По умолчанию он выберет физический интерфейс, но с инициализацией VPC, кстати, здесь Valet есть виртуальный свитч, а Valet, я думаю, в следующий раз расскажу. Это еще одна очень такая неплохая технология. Из мира Linux, наверное, OpenVS Switch самый распространенный, популярный выбор, который и на Freche есть. Правда, не очень хорошо работает, поскольку не родное. Вот нам интересно VPC. Мы создаем контейнер в, грубо говоря, такой VPC namespace. Создаем контейнер и сделаем все то же самое на двух других машинах, чтобы попробовать на всех трех машинах запустить jail и посмотреть, будет ли у них связь между собой по вот этой вот сеточке какой-нибудь. Так, ну, контейнер поднялся на первой машине. Поскольку это VNet jail, то здесь интерфейс он не инициализирован изначально, то есть здесь он инициализируется классическим способом через rcconf, либо ifconfig. th0 первое имя в CBSD для VNet. Так, ну пока ничего не ставим. Делаем то же самое на двух других машинах. Ну, кстати, вот мы видим GL1 зелененький. Ну, еще характерная черта работы CBSD в кластере. Автоматически она как бы видит, что именно заняты во всем кластере, и поэтому вот она GL1 не предлагает, она предлагает там GL2, допустим. На третьей машине, соответственно, она предложит GL3, поскольку она проверяет конфликты имен, адресов. Опять же, это все для того, чтобы облегчить вам жизнь. Мы могли бы сделать контейнер на одной машине, а потом клонировать. Но
Раз начали. Также VPC 1 мы здесь выбираем. Джелик создается. Так, и делаем то же самое на третьей машине. Там пока на второй все равно создается. Собственно, уже обновление получило. Видели, что GL2 уже использованный. Так. IP нам не нужен. VNet нужен. И uplink в VPC. Так, на второй все создано. На третий создается. Так, ну давайте попробуем проинициализировать контейнер на первой машине. Это GL1. То есть хост 1 GL1. Допустим 10. Так, у меня в примере, по-моему, 10 было. То есть 100 это для интерконнекта у нас для VXLAN использовалось. Давайте возьмем 20. 0.1. 24 up. Так, запускаем контейнер 2 на ноде номер 2. Заходим. Назначаем из той же сети, но другой адрес. Так. Два. Up. И при наличии рабочего VXLAN у нас уже должна вот организоваться связь. Ну, здесь миллисекунды мы видим, потому что вот это в Хеснере находится вторая нода, а первая нода в Skynet, у провайдера Skynet, так называется. Но, тем не менее, я их вижу, могу даже по SSH могу, должен мочь, если сервис будет поднят. Ну, собственно, вот видим GL2. И то же самое с третьей машиной. А, я ее не запустил. Так. GL3 запускаем. Заходим в контейнер. И назначаем третий адрес. Опа. Что мы видим? Мы видим пинги. То есть первая машина видит третий GL, видит второй GL. Второй GL мы уже попробовали посмотреть на первую машину. И третий попингуем. Ну вот здесь, вот, кстати, миллисекунды прекрасные, потому что Хеснер 1 и связь там между ними более быстрая. Вот. То есть связь полноценная построена между тремя нодами, которые находятся в интернете. Мы можем как бы строить приватные сети. Ну как вишенка на торте. То же самое можем попробовать сделать и с Beehive. Почему бы и нет? Даже можно запихнуть его в этот же VPC. Попробуем это сделать. У нас есть FreeBSD, допустим, 12.1. Хост называется FreeBSD 2. Ну, мы запустимся с LiveCD, мы не будем ставить систему. Так, интерфейс. Здесь я интерфейс не вывел еще. Так, создаем виртуальную машину
И через bconfig сейчас изменим uplink у него. Кстати говоря, нам потребуется VNC. VNC тоже умеет работать по IP версии 6, поэтому давайте скопируем. Поскольку по умолчанию bind будет на 127.0.0.1 на лопбеке. Нам будет не пробиться. Итак, beehive nick. Ну, здесь то же самое, как и в случае с EPR, с VNet. У нас есть parent. Ставим VPC. И также давайте VNC bind сменим. По умолчанию loopback. Мы можем поставить... ну тут можно вот так вот на IP версии 6. Слушайся. И запускаем. То есть сейчас интерфейс он вставлен, втыкнут в этот VPC. Давайте на него сходим. Так что ли? По IP версии 6. Ага. Так, ну, у меня там первые 3 контейнера занимают 10, 20, 0, 1, 2, 3 IP-шники. Ну, пускай этот IP-шник, этот виртуалка будет с адресами 5. Так. Это я так, с GL1. Давайте с самого удаленного места буду пинговать. Это GL1 на сервере 1. Здесь, соответственно, интерфейс FTNet 0, то Virtuo, Virtuo 10, 20, 0, 5, 24. Опа. Все. Связь мы тоже видим со всеми окружениями. И можем попробовать, допустим, Cloud Init использовать, чтобы разворачивать совсем быстро машины. Мы можем воспользоваться, опять же, тем же самым bconstruct TUI, а можем делать это из command line. Так, 10-й IP-шник пускай будет. Ну, давайте из command line действительно продемонстрируем создание. То есть мы отвечаем нет и смотрим в конфиге наиболее важные для создания параметры. Это так, профайл и параметры, начинающие с CI. То есть bcreate, gname какой-нибудь там ля-ля-ля. CI IP 4 addr. Вот этот как раз адрес нам необходим. Пускай будет 10, 20, 20. Да. Будем его ждать. 10, 20, 20. Так. Ну, шлюза у нас нету, но тем не менее давайте поставим шлюз прямо в GL1. GL1 у нас он может маршрутизировать все-таки. Почему и нет? Виртуальный стек. Так, что нам еще надо? И нам надо профайл указать. То есть мы сейчас сделаем Cloud Init виртуальную машину таким образом. Ну и конечно надо указать количество ядер, количество памяти 16 гигабайт, пускай, что нам не жалко же. И image size, по-моему, называется.
Так, я забыл, как называется. Размер. Так, давайте посмотрим, как он звучит. Image size. Img size 20 гигабайт. Так, мы можем сразу сказать, запускайся сразу. Run ASAP. И CI интерфейс указываем на VPC. Кажется, все. Или нет, не CI интерфейс. CI вроде не было. Все, погнали, попробуем. Ага, где-то ошиблись. Да, видимо, в командной строчке я там не адаптировал что-то. Давайте создадим отсюда его. Пускай это будет FreeBSD 3. 10.20.0.20. Это будет IP. 10.20.0.1 шлюз. И вроде как все. Так, сменим через bconfig интерфейс на VPC. По умолчанию он в LS здесь создается. И смотрим. FreeBSD 3. Запингается он у меня или нет. Так, ну WinC я не поменял, поэтому я не вижу процесс загрузки. Ага, пинги пошли. То есть таким образом мы даже можем попробовать через Cloud Init пароль поставить. Давайте еще одну создадим. 50. IP-шник будет. 10.20.0.1. Так, а здесь по умолчанию пароль заблокированный. Давайте будет тест. Тест. И у рута такой же поставим. Тест. Будет виртуалка FreeBSD 4 100 гигабайтными оперативной памяти, 8 гигабайт оперативки. Так, что-то у меня сеть лагнула. Создаем. И по идее мы должны с первого джелика прямо с паролем зайти. То есть по умолчанию Cloud Init делает доступ по ключу. Так, кстати, интересно, я могу ли отсюда сейчас пройти на 10? Нет, ну это виртуальная сеть, поэтому как бы она изолирована. Это норма. То, что я не могу сейчас туда пройти. Так, третья машина. Запускаем. После того, как... Точнее, четвертая машина, да? FreeBSD 4. Меняем ей VPC. Стартуем. И смотрим. Это 10.0.50 IP-шник. Мы должны туда от пользователя FreeBSD мочь попасть, когда система загрузится. Либо если мы импортируем SSH ключик с Node 2, ну или какой-то свой могли бы поставить, мы могли бы по ключу заходить. Так, FreeBSD пользователь.
SSH отвечает, и пароль у нас там был тест. Вот попали на виртуальную машину. Итого у нас сейчас запущено 3 контейнера и 3 виртуальные машины, и все они объединены в одной приватной сети, которая размазана на 3 физических машинах, которые стоят в интернете и доступны друг с другом только по одному внешнему IP-шнику. Все, спасибо за внимание. Шлите идеи и комментарии. Красногласьте. Это очень интересно, особенно на FreeBSD.